Описание этих таинственных существ, которых считают реликтовыми обезьянами, у разных народов примерно одинаково. Есть упоминания о шкурах и даже скелетах. Стоит отметить их странную связь с активностью НЛО. В магии Бигфуты известны как обитатели Марса. На Земле их называют йети или йотуны, тогда как сами они называют себя народ йоту. Это древнейшая разумная раса, создавшая космическую империю сотни тысяч лет назад. В состав этой империи входят тысячи звездных систем. Около 300 тысяч лет после попытки государственного переворота заговорщики были разгромлены и вынуждены бежать на окраины империи, где начали вести партизанскую войну. Одна из колоний мятежников располагалась в нашей Солнечной системе, на планете Фаэтон, расположенной между Марсом и Юпитером. Имперцы выследили и уничтожили эту колонию. В последний момент части повстанцев удалось эвакуироваться на Марс с помощью огромного парома «Фобос», так и оставшегося на орбите этой планеты. Переселившимся на Марс колонистам нужно было искать новые источники сырья для своего производства. Такие источники были найдены на спутниках Юпитера и на Земле. С этого момента повстанцы предприняли несколько попыток колонизации Земли. Были созданы искусственные расы, из которых третья раса, асуры, атланты, смогла захватить планету около 100 тысяч лет назад. Сами йоту не имеют общих корней с земными обезьянами и генетически ближе к медведям. Тело их покрыто густой рыжей или серой шерстью, обитатели холодных планет. Рост йоту около 5 метров. Объемная грудная клетка нужна обитателям планет с маленьким содержанием кислорода. Большая масса тела йоту не тяготит их на планетах с маленькой гравитацией, например, на Марсе. После ряда войн йоту утратили контроль над планетой. В настоящее время добывающие корабли, их длина может достигать нескольких километров, производят добычу и переработку на дне глубоких морей и океанов. Эти гигантские заводы управляются серыми. Они бесполы и представляют собой биороботов. Каждый такой биоробот производится индивидуально, но в основе всегда лежит яйцеклетка земной женщины, которая была оплодотворена мужской спермой, прошедшей специальную генетическую обработку. Таких аппаратов, кораблей, у йоту около десятка. Экипаж каждого не более 12 существ. Есть и много судов меньшего размера, курьерских, военных, торговых.